Как выполнить красивые подрезы? Для этого можно взять нить контрастного цвета и набрать дополнительные петли. Каким образом? В данном случае я вяжу свитер. Вот у меня это рукав. Здесь у меня спинка, а это перед. И соединяем спинку и перед, при этом набираем петли подреза. Их можно набирать воздушными петлями, скажем так, но больше всего мне нравится следующий способ. Контрастная нить вот таким образом размещается на полотне. И набираем петли самым обычным способом. В данном случае у меня их 7. Набираем самым простым способом. При этом первая петля должна быть очень плотная. Вообще все петли должны быть плотные, но особенно первая. Вот одна петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Контрастная нить должна быть сверху, вот здесь вот. А петли, которые мы набирали, они идут вниз. Сейчас берем в работу уже только рабочую нить и соединяем перед. Провязываем петли переда. Это первая часть работы, скажем так, когда набраны петли подреза. Доходим до петель подреза и провязываем их обычными лицевыми петлями. Вот таким образом. Это вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая петля подреза. Дальше соединяем уже перед. Вот наш перед, так. И дальше уже начинаем с вами круговое вязание. Вот смотрите, вот так вот получается провязаны петли подреза. Дальше у нас пойдет вязание по кругу, и мы уже будем связать круговыми рядами на свою длину. Итак, сейчас мы с вами приступаем к последнему этапу провязывания подрезов. Первый этап был, когда мы набирали петли для подреза на бросовую нить. Их у нас всего в этом свитере у меня 7. Дальше мы провязали низ. Полностью у меня уже низ свитера вывязан. Закрыты петли внизу. И сейчас осталось вывязать рукава. То есть сейчас я буду переснимать петли рукава на отдельную спицу. Для этого берем спицу, желательно немножко меньшего размера, чем мы вязали основное полотно. И внимательно смотрите. Вот у нас идет эта бросовая нить. Откуда мы с вами начинаем? Мы будем начинать таким образом. Смотрите, если мы вот так вот убираем эту нить, мы видим, что вот здесь вот уже петля есть. Значит, все, что вот касается этой бросовой нити, мы с вами будем набирать на спицу. То есть у нас должно быть здесь 7 петель. Если мы посчитаем, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот такие выпуклые. Здесь у нас всего 6 петель. А у нас в самом начале мы с вами набирали 7 петель для подреза. Седьмая петля это вот это. Вот я сейчас еще раз вот так вот потяну, как они были. Если внимательно так вот посмотреть, можно ошибиться. Еще раз пересчитаем. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. А всего 7. Седьмая, еще раз вот обращаю ваше внимание на то, когда мы начинаем вытягивать, вот у нас эта петля уже есть. Вот она. Это у нас будет первая петля. Вытягиваем аккуратно ниточку. Дальше поддеваем вот эту вот петлю. Идет следующая петля, вот эта.
можно уже эту нить вытягивать потихоньку. И таким образом набираем вот эти все 7 петель на отдельную спицу. При этом можно даже отрезать вот эту вот ниточку, если она нам будет мешать. Так, можно или крючком, или спицей поддеть вот эту ниточку, потихоньку освобождать. Вот. Так, следующая вот петля, уже 5-я. Освобождаем потихоньку эту ниточку. Дальше идет у нас 6-я. Это вот эта вот петля. И последняя, 7-я, вот эта. Вот таким образом набраны петли подреза. Эту ниточку уже полностью убираем. Так, и вот смотрите, с этой стороны получается, мы с вами пересняли петли подреза. 7 петель, как у нас и было с самого начала. Дальше набираем петли рукава, дополнительно петли, если они, и смотрим, сколько нужно добрать по бокам, и вывязываем свой рукав. Я провяжу этот рукав и потом покажу, как у нас получится этот подрез. Вот так выглядит поближе этот наш подрез. Вот здесь у нас петельки были набраны, 7 петель, и которые мы с вами сейчас провязали. На этом у меня все. Если вам это видео было полезным, я буду очень рада. Нажимайте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, переходите по ссылочкам в описании, там тоже есть много интересного, полезного по вязанию. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!